Артур Миллер, 29-летний сотрудник службы безопасности международного вокзала, собирался начать то, что казалось просто очередной рутинной сменой. Он и представить не мог, что в этот день ему предстоит встретить загадочного пожилого джентльмена, человека, который изменит все. Артур поправил форму, как делал это каждое утро, и двинулся к центральному залу прибытия. За 5 лет службы он видел многое, и вокзал, вечно оживленный и беспокойный, стал для него почти родным домом. Он проходил мимо небольшого кафе, когда впервые заметил его. Пожилой мужчина, вероятно, лет 80, сидел на деревянной скамейке у окна. Он был безупречно одет в аккуратный костюм, сидел прямо с легкой сутулостью, которая скорее придавала ему достоинство, чем старческой немощи. На коленях он держал букет уже начинающих увядать роз, а рядом лежала дорожная подушка, деталь, которая казалась странной в сочетании с его строгим видом. Мужчина вглядывался в толпу с выражением, полным тревожной надежды. Артур был уверен, что уже видел его накануне, но тогда не придал значения. На вокзале каждый день тысячи лиц. Они сливаются в одну размытую картину. Мужчина вдруг поймал его взгляд и слабо махнул рукой. «Простите, молодой человек». Его голос был тихим, но уверенным. «Вы не подскажете, когда прибудет поезд номер 770?» Артур остановился, слегка удивленный вежливым тоном, и ответил. «Извините, сэр, я не могу видеть расписание с моего терминала, но на той панели, вон там, все прибытия. Благодарю вас. Простите, если потревожил. Я просто жду одного очень особенного человека. Не хочу пропустить ее прибытие», — сказал старик. «Ничего страшного. Надеюсь, вы вскоре встретитесь», — искренне ответил Артур. Весь день прошел как обычно. Череда незначительных происшествий, пара недовольных пассажиров, технические сбои в системе досмотра. Артур работал сосредоточенно, но мысли то и дело возвращались к пожилому мужчине с цветами. Он ловил себя на том, что ищет глазами скамейку, как будто надеясь увидеть, что тот уже ушел, что его кто-то все-таки встретил. Однако всякий раз, проходя мимо, он видел ту же картину. Одиночная фигура у окна, сжавшая в руках все более увядающий букет, взгляд, упрямо устремленный в зал прибытия. Когда смена закончилась, Артур невольно замедлил шаг. Его глаза сразу нашли того, кто прочно поселился в его мыслях. Пожилой мужчина сидел точно так же, как утром. Только теперь в его лице читалась усталость. Не только физическая, но и внутренняя. Как будто невидимая тяжесть медленно давила на его плечи. Розы утратили прежнюю свежесть, их лепестки начали темнеть по краям и опадать. Что-то болезненно кольнуло внутри Артура. В груди возникло знакомое чувство. Как тогда, когда он был подростком и видел, как его бабушка в одиночестве ждала гостей, которые так и не пришли. Он не мог просто пройти мимо. Медленно подойдя ближе, Артур тихо спросил. «Сэр, вы встретили того, кого ждали?» «Нет, но она будет. Обязательно. Наверное, задержка. Или пересадка не та, она скоро придет», — ответил старик. Артур кивнул, но его не покидало беспокойство. Всю дорогу домой он прокручивал в голове увиденное. Идея, что кто-то мог прождать весь день, и, возможно, ночь не давала покоя. Он вспоминал свою бабушку, ее одиночество после смерти дедушки. Старик на вокзале вызывал те же чувства, скрытую ранимость под оболочкой вежливого достоинства. На следующее утро Артур пришел раньше. Мужчина все еще был там. Спал, положив голову на подушку, букет все так же лежал у него на коленях. Он выглядел изможденным. Когда он проснулся, Артур не удержался. «Сэр, простите, но вы здесь уже давно. Все ли в порядке?» «Да, да, я жду. Она придет», — ответил старик. «Вы ели что-нибудь?»
«Есть ли у вас кому позвонить?» — спросил Артур. «Очень любезно с вашей стороны, но я не бездомный, если вы это имеете в виду. У меня есть дом. Я просто должен быть здесь?» «Обязательно», — сказал старик, который представился как Эдгар Хардинг. Он рассказал, что ждет женщину по имени Ирина, с которой познакомился в интернете более 2 лет назад. За это время они переписывались ежедневно, делились историями из жизни, мечтами и тревогами. Он показал Артуру несколько фотографий. Улыбающаяся женщина с серебристыми волосами в саду на фоне океана, всегда с добрым взглядом. Мы говорили обо всем. Она знала, что я люблю сливы и терпеть не могу чай без сахара, — сказал он, и в голосе прозвучала гордость. Это должна была быть их первая встреча вживую. Она из небольшой страны в Южной Америке, больна раком, приезжает на лечение. Поначалу Эдгар сомневался, но Ирина убедила его. Она на грани, и поездка — ее единственный шанс. Эдгар продал старую лодку, снял деньги с накопительного счета и даже отказался от небольшой поездки, которую планировал годами. Всего собрал $38 тысяч. Все ради нее. Она сказала, что деньги нужны на срочные медицинские документы и билет. Артур слушал, внутренне сжимаясь от чувства тревоги. Эдгар смотрел на часы. Это был уже 3-й день, как она пообещала прибыть. Каждый раз новое объяснение. Но он все ждал. Упрямо, как будто от этого зависела сама реальность. Артур понял. Это афера. Он вызвал группу под прикрытием. Когда Ирина написала, что вот-вот прибудет, и напомнила о деньгах, команда была уже в зале. Вскоре появились 2 мужчин, а не Ирина. Именно их и ждали. Артур вместе с коллегами задержал их на месте, с поличным. Эдгар был опустошен. «А где Ирина?» — прошептал он, обнимая букет, лепестки которого уже почти рассыпались. Артур сел рядом, не зная, что сказать. Он просто был рядом. Потом Артур сопроводил Эдгара в комнату дежурного следователя, помог составить заявление, настоял на том, чтобы вызвать психолога, и нашел контакт Центра поддержки жертв мошенничества. Он сам записал номер Эдгара, а затем протянул визитку со своими контактами. «Если вы вдруг почувствуете, что день слишком тяжелый или просто захочется поговорить, звоните», — сказал он, сжав плечо Эдгара. Старик взглянул на визитку, а затем поднял глаза на Артура. «Почему ты мне помогаешь?» — спросил он, голос был чуть дрожащим, словно в нем все еще боролась надежда и разочарование. «Потому что мир не должен быть таким жестоким. Потому что доброта — это не слабость», — ответил Артур. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.